Hyundai, модель X20. Сейчас буду промывать сажевый фильтр. Буду промывать не снимая, спреем. Кому интересно, смотрим. В предыдущем видео я снимал, как, значит, я проверял сажевый фильтр. Там, в принципе, все рассказано. Это второе видео. Значит, здесь я буду непосредственно мыть фильтр. Вот я на Амазоне заказал спрей. Не знаю, что это за штука еще. То есть не пользовался, даже не знаю, что за фирма. Вот это сейчас оно мне приехало. Сейчас открою. И потом будем мыть. Значит, как я посмотрел фильтр, я в конце видео выставлю ссылку, кому нужно будет, тут посмотрит. Как проверял. Там есть тоже, можно ЛМ-кой проверить. Ну, я эндоскопом проверял. Вот такой спрей пришел. Что за марка, я тоже не знаю. Я его порядка там 30 с чем-то евро купил. Если надо, я там ссылку оставлю, где я его брал. Если кому интересно. Название не буду показывать. Вот. 400, по-моему, миллилитров. С ним идет такая вот шлангочка. На краю вот такой вот распылитель. То есть мы его будем вставлять в отверстие и распылять по всему периметру. Почитал я тут вот это все. Тут дело в том, что на разных языках много чего написано. Вот это даже украинский есть последнее. В общем, здесь по поводу применения вообще ничего не написали. Но там их множество, и они все используются фактически одинаково. Сейчас берем, одеваем эту шлангочку и распыляем весь баллон. Распылить нужно весь сразу. Вот. И вот эту вот трубочку вставляем в отверстие, когда распыляем, и перемещаем по всему периметру, чтобы все покрыло этой жидкостью. Как вот это все выбрызгаете, оставляем на полчаса. Полчаса она стоит, откисает, там все очищается. В общем так. Потом заводим и оставляем работать на холостом ходу до тех пор, пока с выхлопной трубы не выйдет вся жидкость. Как только она выйдет, то берем заводим машину, и нужно покататься на ней. То есть проехаться рекомендую где-то на 100 км в час в течение 20 минут. В общем, поездить. В общем, что, берем сейчас, идем к машине и пробуем это все дело. Так, значит, снимаем крышечку вот эту. Вот как и первый раз делали, буду вот снимать вот этот вот датчик кислорода сверху. Его здесь видно, доступ хороший. То есть его берем, сворачиваем. Я вот еще вот это вот отстегиваю, чтобы оно не мешало. Один разъемчик этот туда вниз. И выкручиваем датчик кислорода. Будем туда заливать. Теперь что, перед тем как это делать, прогрейте машину. Она должна быть где-то 20-40 градусов. То есть у меня сейчас на холостом чуть поработал, он тепленький, нормально. Не горячий. И сейчас выкручиваю, туда заливаю. Здесь вот разъемчик, он на такой вот заклепке. Ее прижимаете отверткой, и он так с отверстия вынимается в эту сторону. Потом отстегиваете и в сторону его просто убираете, чтобы не мешал. Вот этот второй разъем, он тоже слегонца здесь мешает. Он снимается очень просто. Его даже не надо, вот его вверх просто берете весь в комплекте. И вот так вверх стягиваете. Он с паза выходит. Вот он. Его просто тоже туда под низ подгибаете, да и все. Под низ или в сторону, как вам будет удобно. То есть вот у вас прямой доступ. И сейчас ключ и снимаете. Здесь я тоже разъем снял, разъединил, чтобы легче было выкручивать датчик кислорода. В общем, выкрутился он у меня без особых усилий. Маленький. У меня ключа такого не подходил. Тут очень сильно мало места. Подошел разводной небольшой ключ. И он хорошо, в принципе, снялся. Я его сейчас рукой выкручиваю. Вот он, сам датчик кислорода. Слегонца в саже. Я его в прошлый раз уже доставал. Ну что, вот теперь это отверстие, куда мы будем загонять трубочку и заливать жидкость.
Ну что, открываем. Одеваем шлангочку. Вот так вот у нас получается. И поехали сюда. Вращаем тоже ее, чтобы оно по всему расходилось. Пенится хорошо, чуть вытянул, пар идет с нее. Во все стороны распространяем. Вон как пена идет. Вот так вот черная есть. Продолжаем. Сейчас принесу эндоскоп тоже. Посмотрю, что там внутри. Заодно сниму на видео и тоже выложу, чтобы было видно на эндоскопе. Похоже, все пустая. Вот так все выбросил, все пустая. Теперь оставляю на 30 минут. Сейчас время засеку. И потом будем заводить на холостой ход. Здесь вот уже залитая жидкость. Здесь видно, что все соты уже влажные. У них цвет уже более темный. То есть сажа уже впитывает жидкость. Здесь вот вообще пена прямо. Оно вот видно, что понабухало. То есть это уже реакция идет какая-то. Это очищается. Вот оно пенистое прямо. Прошло полчаса. Значит, закрутил я вот все на место. Поставил все обратно, как было. Все разъемы, все. Собираете все тоже. И сейчас закрываем все, как было. И заводим. Пускай поработает на холостом. Так, вытолкал, чтобы не вымазывать во дворе ничего. Сейчас заведу. И вот труба. Дымок появился такой, не знаю, видно или нет. Слегка беленький. Пока ничего не капает. Запах такой специфический. Чем дольше стоит на холостом, тем больше дымок становится. Но с нее ничего не капает. Запашок, конечно, ужасный. Ну вот она, белым пока. Вот так. Как паровоз. Как чайник закипает. Как только выехал, коптило как поезд. Наверное, километра 3. А потом все пропало. Вот сейчас она, ни дыма нету. И сейчас стою рядом, запаха вообще не ощущаю. Ну, посмотрим теперь фильтр, как он. Посмотрим теперь фильтр. Я сейчас откручу, кому интересно, смотрите дальше, как оно выглядит. Где-то минут 15-20 я катался на скорости 100, 120, где-то даже до 130 лежал. По-моему, она чуть порезче стала ездить. У нее, что я начал это все дело затеял, потому что когда купил, вот сейчас дыма нету. Когда купил машину, у него уже пробег за 200 тысяч. Не знаю, меняли фильтр, чистили его. И у меня плюс еще был такой недостаток, что чуть-чуть даю, когда иногда бывает, что начинают трогаться, хочется гари дать, чтобы она поехала, а она начинает плавно набирать. То есть провал был. Ну сейчас вот я проехал, вроде бы так порезче стало ездить. Это надо покататься. Сейчас ничего не скажу. В общем, кому было интересно
ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем всего хорошего. Вот это фильтр до промывки. То есть видно, что сколько сажи, и отверстия маленькие, все засаженное, и даже золу видно. И такое отверстие кругловатое слегка. То есть это из-за того толщины налета вот этого всего. На этом видео уже видно, это я уже проехался, то есть мы его промыли, проехался. Тут уже видно, четко разделились соты, они уже более отверстия, более широкие, и плюс еще заостренности видно, то есть уже какая-то форма более-менее стала лучше. То есть вот оно даже видно, вот сейчас вот отверстия более широкие, видно, что это решетка, там оно просто закругленное на первом. В общем, оно почистило, естественно, что-то дало. Вот результат.